Здравствуйте, мои дорогие. Здесь две колоды. Таро. Слева и справа. У меня слева, может, у вас наоборот будет. Ну, то есть выберите 78 дверей или белые коты. И я хочу для вас посмотреть такую тему. Что судьба давно хочет вам дать? Просто стучится к вам. Но по какой-то причине, может быть, вы настроены на другую волну и не слышите. То есть какие перемены не заставят себя ждать? Потому что, знаете, как в Библии Христос стоит и стучит у сердца и ждет, пока вы откроете. То есть это и есть судьба. Что судьба хочет вам дать? Какие перемены не заставят себя ждать? И вам их не избежать. Я буду смотреть на 78 дверей, а потом перейду на другую колоду. Я советую всегда смотреть все видео, потому что я его сделала целиком и спрашиваю здесь не просто так, а у высших сил, конечно. Это ясновидение. И если вы настроены смотреть, смотрите от начала до конца, видео будет не длинное. А второе, что в каком-то процентном содержании может первый расклад подходить, а в каком-то другой. И причем процентное содержание будет у каждого слушателя свое. 7 миллиардов людей, 7 миллиардов по-разному слышат каждое слово. Так что не сомневайтесь, вы обязательно получите подсказку, совет от высших сил через Таро, потому что Таро – это язык высших сил. Итак, какие перемены не заставят себя ждать и вам их не избежать? Я буду брать по две карты. Итак, тройка жезлов и король пентаклей, перемены в деньгах, перемены в доходах. Вообще здесь я вижу 3 источника дохода. Если у вас уже есть 2 источника дохода, вам не избежать чего-то третьего, что станет делом в вашей жизни. Вот, например, у вас была первая специальность. Вы ее делали долгое время. Может быть, 5 лет, может, 10, кто как, а кто и вообще до пенсии. Но она вам была не в радость, потому что и денег много не дала, и как-то вам, интереса не было там вашего. Потом была вторая специальность, вы попробовали, вы, может быть, даже вложились, обучились, но эта вторая специальность тоже была пальцем в небо, да? А здесь тройка жезлов говорит, что третья специальность, которую вам дадут высшие силы, принесет вам огромные деньги. Здесь сейф с деньгами, видите? Король пентаклей – это вы. Но я дам еще один вариант, чтобы вы поняли, может быть, у кого-то и по-другому будет. Подождите, я это закончу говорить. Это вы стоите перед своим сейфом, и у вас столько всего есть, что если бы даже вам не платили, вы бы все равно это дело делали, вы так его любите. Вот это ваша третья специальность будет. А также, знаете, что всегда по судьбе делает? То, что троекратно дает энергию. В 3 раза больше, чем вы вложили, в 3 раза больше получили. Всегда так. Это точно дело по судьбе, которое вам дает в 3 раза больше энергии, чем вы даже рассчитывали, и в 3 раза больше денег. Здесь для вас, кто сейчас смотрит мое видео, и, например, в услугах каких-то вам нужно повышать свой ценник обязательно, потому что люди вас используют, люди вами пользуются от того, что вы вкладываетесь намного больше, чем они платят. Это кто меня должен был услышать, тот знает. Потому что тройка жезлов об этом. Вы вложились 3 раза больше, получите свои денежки. И вы найдете правильных клиентов. Вы не найдете каких-то манипуляторов. Манипуляторы все отскочат, как говорят, да, и вы получите настоящих приличных людей, которые понимают ценность ваших услуг и заплатят вам в 3 раза больше. У вас будет очень много денег. Этот расклад тоже касается вас, если вы сейчас в процессе, например, поиска любимого. Вы знаете, он не просто будет приличный человек, он тоже будет человек, который умеет зарабатывать. Вот этого вам не избежать. То есть сейчас вы будете смотреть на мужчин перспективных, может быть, людей для вас, для отношений, не с той точки зрения, что вот первый попавшийся мой, мне нужно к нему приспособиться, привыкнуть. Так нас приучили с детства. А вы будете смотреть много людей, пока не найдете человека, не то чтобы он обеспеченный, не то что вы хотите обеспеченного, не в этом дело. Его обеспеченность говорит о том, что он интересный.
Он просто интересный человек. Его беспечность говорит о том, что он рукастый, головастый, умелый. Значит, он умелый будет во всех сферах. Вы сами поняли мой намек. Во всех сферах. И в той, которая нужна всем, и которая самое большое блаженство. Вы поняли меня, мой намек, да? Вот эти перемены не заставят себя долго ждать. Те перемены, что вы больше не будете мириться с половинки на серединку. Вы больше не будете мириться с тем, что, ну вот как-нибудь стерпится, слюбится. Стерпится, слюбится профессия, стерпится, слюбится мужчина. Нет, вы будете, это карта повешенный, старший аркан. Вы больше не будете мириться, стерпится, слюбится. Вы теперь будете вдумчиво и отсекать то, что не работает. Если это не ваш заказчик, не ваш мужчина, не ваш человек, это не значит, что он, этот человек, не такой, как надо. Он такой, как надо для других, себе подобных. Не забываем, что подобное притягивает подобное, и подобное любит подобное. Если этот человек вообще с вами на разных волнах, это не значит, что он плохой. Он не должен вам соответствовать, он просто вам не нужен. Будьте вдумчивы, и вы найдете. Ищите, не останавливайтесь, пока вы не полностью будете удовлетворены, чтобы найти, во-первых, себе партнера денежного. Не останавливайтесь, пока вы полностью не будете удовлетворены, найти себе работу, достойную вас. А не просто вкладываемся, получили крохи. Нет, вложились, получили в 3 раза больше, чем вложились. И это правильно, потому что тогда у вас будет энергия больше вкладываться. Так должно быть. Еще один старший аркан, карта справедливость. И все, что я сказала, каждое мое слово, это справедливое слово. Да будет так во веки вечные. Аминь. Это карта справедливость, она ставит точку. Она говорит, поставьте точку в том, что вы себя недооцениваете, что вы себя считаете почему-то ниже других, что такое, кто вас этому научил. Вы ведь вкладываетесь, значит, результат должен быть по 3 жезлов, там была 3 жезлов, в 3 раза больше, чем вы даже рассчитывали. И это будет справедливо по отношению к вам. Какие перемены не заставят себя ждать? Что вы будете себя ценить, самое меньше на 300%, а то и на 3000% больше, чем вы ценили себя до сих пор. И этот ценник, понимаете, что такое ценник? Это values, это достоинство. У вас есть все нужные достоинства для счастья. Высшие силы, говорят, стучались к вам давно, и все безрезультатно. Теперь уже вам этих перемен не избежать. Эти перемены начинаются изнутри, в голове. То есть человек в голове знает, но это не то, что, знаете, там нагло или лучше других. Вы просто достойны. Природа имеет изобилие для всех, но только те люди, которые себя действительно верят в то, что они достойны, они это получают. И не останавливаются на полпути, не дают другим сбить с пути себя. Какие перемены не заставят себя ждать? Что вы поймете что-то о себе, тайный смысл себя. Вы будете читать свою книгу жизни, эта книга будет счастливее. Не заставить себя ждать перемены эти. Жезлы – это предпринимательство. Если вы даже работаете на предприятии, в любом случае предпринимательство, вы все равно работаете на себя, вы зарабатываете опыт жизненный, опыт профессиональный. Восстановится энергия, вам отдадут какие-то долги, 3 жезлов. Потому что вы все время делаете людям хорошо. Когда вам будет хорошо? Если от этих людей добро не возвращается, они недостойны вообще вашего внимания. Какие перемены не оставят себя долго ждать, не заставят себя долго ждать? Это справедливость восторжествует. И вам за ваши труды, за вашу честность, порядочность вы притянете честных, порядочных людей, а не манипуляторов, которых до сих пор притягивали по some reason, по непонятным причинам. Но я понимаю, на вас, может быть, был глаз. Давайте спрошу, был ли на вас глаз? Посмотрел он на дно колоды. Всегда, когда предсказатель на что-то посмотрел, стоит обратить внимание. Это карта сила. Это карта сила. У вас есть сила. Были ли нападки в вашу сторону, может быть, глаз, порча? Были ли нападки в вашу сторону? Смотрите, потусторонний мир.
Здесь все четко на карте видно. Внедрение сущности подселенцев, лярв, бесов. У кого-то это без вредной еды, у кого-то без алкоголя, у кого-то без негативного общения, у кого-то без негативной мысли-крутки. Но это бесы, это подселенцы. У кого-то подселенец может быть родовой, так называемый кармический. Это двойка жезлов. Из двух сторон вас окружили подселенцы, которые отбирали у вас энергию до сих пор. Как поменяется ваша судьба? Посмотрите, тройка жезлов. То есть на этих бесов находятся 3 ангела. 2 ангела справляются с бесами, а 3-й ангел ведет вас к счастливой судьбе. Какие перемены не заставят себя ждать? Бесы уйдут. Подселенцы, лярвы, сущности уйдут навсегда. И вы сможете смело и чисто идти по жизни. Чего вам не избежать? Действительно будут наказаны. Колдуны будут наказаны. Тройка меча – это карта колдунов. Колдуны будут наказаны. Их грязные дела будут возвращаться к ним. Что вам нужно знать прямо сейчас? Какие перемены не заставят себя ждать? Все будет так, как нужно. 8 жезлов – это самая лучшая карта, что касается, когда к вам идет благополучие. Это карта Венеры, это карта Юпитера и Венеры вместе, я бы даже сказала, потому что это когда идет пассивный успех, да? Как Юпитер могу объяснить, это как Новый Завет, как Христос, все покрывается любовью, да, пассивный успех. А Венера – это деньги и любовь. Пассивный успех – это когда по закону земного притяжения. Здесь вообще все планеты соединились, потому что это знак бесконечности, 8, все планеты соединились. И закон Сатурна, что посеял, то пожнешь. В общем, здесь вы посеяли любовь, вы посеяли добро. И все равно вас заставили враги плакать. Да? Вот здесь вот колдуны, враги заставили плакать. И сейчас отольются мышки, кошкины слезы. Потому что у вас все будет хорошо, а те люди, которые негативили, которые вас ненавидели, которые хотели вам зла, они получат обратку. Они получат все свое дерьмо назад, те, которые хотели вам зла. Вот такие перемены будут. И я вижу здесь две отрасли, 2 сферы. Потому что Венера, она благословляет как деньги, так и любовь. Давайте спросим. Да, король жезлов, уже король Пентаклей выходил, и король жезлов. 2 короля. Это может быть отец, сын, партнер, муж, любимый человек. Это 2 каких-то короля. Король жезлов и король Пентаклей. Это может быть один человек, который и деловой, и умеющий заработать, а также энергичный, любящий вас, который это делает для вас, не только для себя, а который это делает для вас. И еще я вижу, если я соединю это с 8 жезлов, я вижу, что у вас открывается возможность у многих или встретиться с таким человеком, или же стабильно с ним начинать жить. Потому что это могут быть 2 грани одного человека. Король Пентакли – это человек деловой, тоже с которым вот легко. Да? Пентакли всегда легко, когда. И жезлы – это тот, который очень страстный и энергичный. Как изменится ваша судьба? Какие перемены не заставить себя ждать? Ворвется благополучие в жизнь. Пентакли – благополучие, деньги – наладится финансовый поток, не будет больше страха бедности. Для многих это новая работа. А для многих это заявляйте, ищите новую работу. Для многих это возможность найти себе нового партнера. Для многих это поменять даже специальность где-то. Если это 3-я специальность у вас, это поменять специальность. И вам не избежать этого, потому что только 3-я специальность даст вам много денег. Ну вот такой расклад, девочки и мальчики. Он был мощный, он тоже очистительный был. Я вас автоматически тоже очистила от негатива. Так нужно было, потому что так показали карты, и мы сделали очищение. Белые коты будут сейчас с вами разговаривать. Это интуиты. И чем коты, они хороши, Таро, это я считаю одно из самых-самых лучших.
Потому что здесь вы вкладываете своего двойника, и вы получаете просто магическую помощь. Что было на дне колоды? Каких перемен вам не избежать? Ну, конечно же, это в любви, конечно, это в партнерстве, конечно, что будет взаимное доверие. Если до сих пор не было взаимного доверия, теперь начинается новая эра в ваших отношениях, и это взаимное доверие. Когда больше не будет подозрений, больше не будет сомнений, больше не будет качель, больше не будет каких-то треугольников. Взаимное доверие. Когда мужчина сказал, сделал, и он больше не заставляет вас ждать годами. Вот такие перемены не заставят себя долго ждать. Это очень успешные, удачные перемены. Очень солнечно, поэтому вам кажется, что темно. На самом деле так всегда на камеру, очень-очень солнечно. Ну, вам карты видно, я близко подношу. Итак, какие перемены не заставят себя долго ждать и вам не избежать? Стихами заговорила ждать. Избежать. Двойка пентаклей. Ну, пожалуйста. Вот двойка чаш и двойка пентаклей. Понимаете? И в деньгах, и в любви. Как я сказала уже, по той колоде тоже две сферы. Перемены в двух сферах не задержат себя долго ждать. И два источника дохода это точно будет. Вот по этой второй колоде. Или это второй источник дохода. Вы пока один имеете. Ищите второй источник дохода. И это второй источник со временем заменит первый, потому что будет очень много денег, и вы откажетесь от этой первой работы, где у вас было плохо, издевались над вами, не платили, или было тяжело ее делать, потому что тяжело делать работу, которая низкооплачиваемая. Потому что мы же, обмениваем свое время жизни на работу, понимаете? Если работа низкооплачиваемая, ее делать очень тяжело. И у вас будет вторая работа, которая со временем станет высокооплачиваемой, и вы первую просто уберете полностью, но вам больше не нужна будет. Итак, какие перемены не заставить себя долго ждать? То есть будут скоро, другими словами, да? Это очень хорошая карта, это император. Перемены в отношениях с вашим партнером. Ну, если мужчина, наоборот, сделайте. Перемены в отношениях не заставить себя долго ждать. Человек, с которым вы сейчас, он уже готов, он уже созрел, он повзрослел. И двойка чаш, первая карта, которая была, она показывает, что он уже стал императором, он уже стал взрослым. Уже он не по-детски будет поступать, а по-взрослому. Вот этих перемен вам не избежать, потому что человек, который до сих пор был инфальтивный, и вы как мама его, что ли, были, вы его учили жить, вы за него и жили, вы за него и дела делали. И потом нужно было еще, бывает так, у нас у девочек, потом еще эти мужчины, они мы замужем за инфальтивным, да, который не способен принимать решения. Может, где-то у него и есть сильная сторона. Скорее всего, есть, потому что он ее разовьет. Мужчина разовьет свою сильную сторону. И эта сильная сторона вам понравится, потому что он станет защитником, он станет добытчиком, так как положено ему быть. Когда мужчина ищет женщину, смотрите, какие карты, он станет добытчиком. Он должен предъявить что-то, он должен показать, что он лучше других, как в природе все. Он станет добытчиком, может быть, на двух работах. Вот может быть не у вас, а у него будет вторая подработка, потом со временем эта вторая подработка станет его основным источником дохода, и он отбросит первый источник. Такое может быть. Итак, какие перемены будут у вас? Они не заставят себя долго ждать, и вам их абсолютно никак не избежать. Знаете, я обожаю эту карту. Это десятка жезлов. Здесь понятие такое, своя ноша не тяжелая. Это когда у вас за плечами ваш жизненный опыт. И в профессии, это может быть, кстати, здоровье. Здоровье сейчас будет улучшаться, потому что вы уже много делали для этого. Иногда так бывает, кстати, мы сбрасываем со счетов аллопатов, то есть врачей, по модерной медицине, да, почему мы сбрасываем со счетов. У меня есть подруга, я гомеопат вообще, да, профессиональный, но я человек очень честный. И эта подруга, она вообще не ходит к врачам, она только ищет альтернативную помощь. А альтернативная помощь – это комплементарная помощь.
врачей никто не отменял. И вы, видимо, обращались и к врачу, и к натуральной медицине. Натуральная медицина – это очень хорошо, но сама по себе, это, наверное, неправильно только к натуральной обращаться, потому что есть же еще новые достижения техники, да. И эта подруга говорит, что ей вообще не помогает врачи, только помогает натуральная медицина. Почему? Она лечилась у врача, потом добавила натуральную и вылечилась. То есть это в общем помогло вместе. Но это вот кто-то из вас, кто болел, вылечится. 10 жезлов – это тоже ваш опыт. Вот когда вы закончили одно учебное заведение, другое, помните всегда, книга хороша только потому, кто ее читает. Понимаете, даже Библию дьявол читает, ее вообще неправильно понимает. То есть любая книга, она хороша только потому, кто ее читает. У меня за плечами, наверное, 5-6 профессий. И я никогда ни разу не сказала, что это было зря потерянное время. Может быть, слишком много усилий, например, как с гомеопатией у меня 5 лет. И я не знаю, сколько тысяч долларов, более 100 тысяч долларов стоило занятие, школа это. Это Vancouver Homeopathic Academy. Вы можете, Google ее, я алюмни этой гомеопатической школы. Это очень-очень много было усилий. И что вы думаете? Конечно, это мне пригодилось в жизни, но усилия были слишком, например. Бывает так, например, 5 лет жизни, 100 тысяч долларов. Вы думаете, да, это действительно слишком большие потери, потому что сколько нужно было вот этим мелким шрифтом вот таких книженцев перечитать. И зрение, и спина. Понимаете? Но это тот опыт, который нужен был. Зачем я привожу свой пример? Не потому, что не для красного словца. Человек открывается перед вами, потому что хочет вам помочь, как пример. Может быть, вы, например, какой-то техник, вы, может быть, имеете 2, 3, 4 профессии, вам за спиной их не носить, потому что единственная инвестиция в себя – это знание, это обучение, это образование плюс еда. Еды много не съешь сразу, потому что, знаете, сами на ней переварится. А образование то же самое. Сразу все не получишь. 1 жезл, 2 жезл, 3 жезл, 4 жезл, а потом видишь и дом впереди роскошный. А потом видишь, и у тебя все есть. А потом видишь, да жизнь такая комфортная. Потом видишь, да я это могу обучиться, и здесь могу обучиться. У нас вот в Канаду очень много приезжают людей, просто очень, как бы сказать, людей, которые закончили институт. Но они здесь программисты, они заканчивали институт программистов. Я знаю, да ни одного, многих. Он вообще железнодорожный институт закончил, а здесь он работает программистом. Почему? Скажете, он мог бы сказать, тут вообще железнодорожный институт, зачем он мне нужен был? Он научил его думать, он научил его кропотливо что-то изучать. И эти знания ему тоже за спиной не носить. Поэтому он взял учебники, сам научился, программист, получает сейчас 100 тысяч долларов в год. Вот тебе и пожалуйста. Но вы не думаете, может быть, вы не знаете, что в Канаде из этих 100 тысяч долларов, когда он заплатит подоходный налог, потом другие налоги, у него останется очень мало. Плюс жизнь в Канаде очень дорогая. Но я как пример привожу, потому что сразу все так подумают, что это за деньги? Этих денег хватит, чтобы за все оплатить и скромненько жить. Да, в Канаде такая дорогая жизнь, но я не об этом говорю, о том, что ваши знания за плечами не носить. И вы можете жить не в Канаде, работать программистом в компании американской, а жить где-то в Сибири, в красивой деревне, там, где экологически все чистое, на Байкале, и там, где жизнь может быть дешевле. А получать зарплату, как американцы получают. Вам намек. Теперь же время такое, теперь же время уже прозрачности и время без границ. Бизнес делается без границ. Страны с друг другом сотрудничают для того, чтобы взаимодействует политика для сотрудничества только. Так что вы какое-то образование имеете, может, еще нужно. И вы станете работать по всему миру, удаленка так называемая. Купит ваши носочки, которые вы вяжете, потому что вам в кайф вязать. Это как пример привожу. Вам в кайф вязать, и там такая каемочка, там такая ягодка, вы ее вывяжете. Поставите ее на Instagram или же на Pinterest где-то.
селебрити в Нью-Йорке покупает ваши носочки. Другие селебрити видят ее Инстаграм с вашими ягодками на носочке. Говорят, и я такие хочу. Кто такие вяжет? Просыпаетесь миллионером на следующий день. Понимаете, вы скажете, что она несет. Некоторые так говорят. Я вам привожу примеры, почему так, вы думаете, такого не бывает? Да сплошь и рядом. Почему вы думаете, что у других только такие возможности могут открыться? Я не буду читать одну карту полчаса, потому что сейчас будут меня в этом обвинять. Хотя правильно считать одну карту как энциклопедию. Ну, вы поняли. А впереди это дворец. Впереди ведь он же идет к своему дворцу, несет все эти знания, весь опыт. Это вы. Или же это ваш мужчина, красавец. Красавец. Император. Так, какие перемены не заставят себя ждать, и каких перемен вам никак не избежать? Это королева жезлов. Красавица, умная, энергичная. И я знаю, что многие из вас теряли энергию до сих пор. Вообще на котах, видите, все хорошие карты выходят. Так что если вы теряли энергию, если вы или работали не на любимой работе, если чувствовали себя старой, там, разбитой, может, полной, может, вы себя чувствовали нелюбимой, может, вас обидел кто-то, все это уйдет, энергия к вам вернется, отольются мышки, кошкины слезы. Тот, кто вас обидел, почему он вас обидел? Он манипулятор был, он вас использовал. Он вас использовал и обидел еще. Воспользовался вами, еще и вам в душу плюнул. Да, у вас такое было. А теперь этот человек, он получил обратку. И вы счастливый человек. Чего вам не избежать? Что энергия вернется. Вы энергичны, вы на троне. Вы знаете, мне в медитации вот что пришло. Вот это вы молодая, в любом возрасте. У меня много девочек уже повзрослее. Говорят, я не знаю, насколько это правда, что YouTube теперь уже для людей 40+ или 50 даже плюс, потому что молодежь идет на этот ТикТок, там бешенство полное. Но это, на мой взгляд, потому что люди неадекватно выглядят, они как будто они под воздействием каким-то. Но это уже я на других видео об этом говорю, потому что карты другие вышли. Но здесь я говорю, что, может быть, вам уже старше 40, и вы себе ищете морщинку. Что это? А что здесь? Что мне делать? У меня морщины. Вы себе сами говорите, да? А я вам скажу одно. Все люди, которые хотят выглядеть так, как они выглядели 20 лет назад, они живут в прошлом. Они вообще старые. Почему? Потому что они живут в прошлом, 20 лет назад они живут. Они не современные. Современный человек, тот, который живет сегодня, вообще, это вы, красавица, в любом возрасте. И вообще с возрастом человек должен быть красивее, если он правильно живет. Если вы чувствуете, вы с возрастом становитесь не такие красивые, меняйте свою жизнь, начинайте правильно жить, и вы с возрастом будете только красивее. Какие перемены не заставят долго ждать? Перемены, что вы себя полюбите опять. Вы вернете к себе свою энергию, вы вернете к себе свою силу императора. Ведь десятка жезлов – это возврат своей силы к себе. И своего императора к себе вернете. И что у нас на дне колоды? И что у нас на дне колоды? Это шестерка чаш, это же карта любви, безусловной любви. Природа давала вам подарки и будет давать. Каких перемен вам не избежать? Что вы теперь будете их просто замечать? Иногда природа дает подарки, а мы мимо идем. Параллельные реальности. Ведь уже в физике доказали о параллельной реальности. Природа давала подарки, будет давать, но теперь вы их будете брать. Раньше вы их брать не могли, что не видели. Вы были в параллельной реальности, в негативной реальности. Вы переходите, эта реальность всегда с вами шла рядом, вы просто ее не видели. Вы переходите в ту реальность, где вы будете видеть возможности. Я вам рассказывала эту легенду, где две женщины пошли в лес. Одна всю ночь не спала, она боялась медведей, а другая приготовила корзинку, свой красивый наряд, может быть, даже какой-то народный. Когда идем в лес, лучше, чтобы что-то было немножко наряд вам приятен был, да, когда мы в лес идем, тогда с нами лес резонирует.
Утром они пошли. К вечеру одна пришла с полной корзиной ягод, грибов, трав, букет ромашек сорвала, нашла. И у нее был вид такой, как будто она помолодела. Не помолодела туда на 10 лет, а молодая сегодня. А другая пришла перепуганная, перекошенная. Она постарела, и у нее были царапины на всем теле, и даже где-то она подвернула себе что-то. Почему? Потому что она убегала от медведя. Она таки нашла медведя. Он спал под кустом. А у меня было такое, я нашла медведя. Мы идем, и медведь из куста выходит. Мы так остановились. Знаете, он так посмотрел на нас и пошел себе. Она убегала от него. И главное, самое интересное, что этот медведь за ней не гнался. Она все равно убегала, она спотыкалась, падала. Корзинку она свою потеряла, ничего не нашла. Цветов не видела, ромашки не собрала. Токсины с организма не убрала. Перепуганная, уставшая, замученная, еле ноги унесла. Они встретились вечером. Понимаете? Такая вещь. Это мужчина, который давал подарки и будет давать. Если вам мужчина не давал подарки, он будет давать. Потому что это, может быть, срезонирует что-то из прошлых жизней, какой-то кавалер, приличный человек. Ну, понимаете, шестерка чаш – это не карта дежавю. Это карта того, что все хорошее к вам вернется со сторицей. Здесь романтика, здесь влюбленность, здесь подарки судьбы. Здесь вы сами, наконец, начнете давать себе подарки, понимание, что ваша жизнь в этом теле уникальна, и вы все имеете. Вы имеете внутренний ресурс, и ваш внутренний ресурс, ваши особенности, так называемые, за которые вас ругали когда-то, или вы не хотели видеть свои таланты, или просто не видели, потому что жили в параллельной реальности, теперь начнут проявляться. Это подарки судьбы. Чаши, 6 чаш наполнены, 6 сфер жизни. Какие перемены, в каких сферах? 6 сфер жизни. Здесь может быть и любовь, и партнерство, и хобби, и здоровье, и деньги. Я уже 5 назвала. И еще что-то, еще какой-то сюрприз. И везде у вас благополучие, везде изобилие. И этого вам никак не избежать. Просыпайтесь, этого вам не избежать. Просыпайтесь для жизни. Скажите yes to life. Скажите да жизни каждый день. Скажите да каждому дню. Куда-то самолет летит. Уже летают, наверное, самолеты. Скажите да каждому дню. Я очень рада. Я очень и очень рада за вас. Я знаю, что у вас все будет просто замечательно. И вы не сможете этих перемен избежать больше, потому что вы выйдете из этой параллельной реальности негатива и войдете в параллельную реальность позитива, там, где есть возможности, а не препятствия. Один человек видит препятствия, другой возможности. Один пользуется возможностями и благодарит судьбу за это, а другой боится, как бы чего не вышло. Если вам внушили, как бы чего не вышло, или вашим людям, и у них не шло, и вы за них волновались, а о них волновались. Вот свет такой хороший, настроился свет, и мне нужно заканчивать, потому что я уже устала, мне нужно отдыхать, ведь ясновидение, интуитивное чтение – это большая работа, тяжелая очень работа. Так что вот свет такой хороший стал свет, и мне уже нужно заканчивать. Я вас очень люблю, обожаю. Медвежьи обнимашки из лесной медвежьей страны. Мы будем видеться обязательно. Я знаю, что вы еще придете, чтобы получить советы моих карт и пообщаться. Просто no strings attached, просто пообщаться. А это, кстати, самое золотое. Потому что, когда мы общаемся с людьми, которые нас поддерживают, мы видим возможности в жизни. Я вас люблю, обожаю. Пока.